Доброго времени суток. Решил записать чуть-чуть интро, потому что посмотрел статистику, что если подписчиков почти 400, то аудитория месячная больше 10 тысяч и просмотров там, почти 30 тысяч. То есть за последние 2 суток там почти 6 тысяч просмотров. Что это для меня говорит? То, что много людей впервые приходят, и приходится объяснить, что здесь можно найти, что здесь нельзя найти. Вот поэтому, если вы уже устоявшийся подписчик, вы знаете, куда пришли, то, пожалуйста, в описании там есть тайм-коды, сразу можете тыкать на тот тайм-код, который вам подходит. Пропускайте это видео. А если вы впервые на канале, то, пожалуйста, послушайте эту информацию, потому что она может вам помочь в том, чтобы сэкономить ваше время. Допустим, вы можете прийти на канал, исходя из какого-то названия. То есть вам, допустим, понравилось какое-то видео, и вы приходите и хотите посмотреть конкретно это видео, но какие у меня ограничения есть? Вот здесь вот помещается буквально одно какое-то название. И если в видео есть 5 каких-то моментов, я должен выбрать всего лишь одно и вынести сюда. Я не снимаю инструкции. Я категорически против инструкций. Объясню почему. Потому что когда вы скачали какую-то инструкцию, то там человек, который разбирается в том, что он делает, в среде, которая не такая же, как у вас, показывает, как он добивается результата, но у него знания тоже не всегда такие же, как у вас. Поэтому для вас это часто может быть неприменимо. На чем я концентрируюсь? Я концентрируюсь на то, чтобы люди, которые хотят создавать свои IT-продукты, они нарабатывали свои навыки. И благодаря вот тому, что я показываю, это как раз преодоление сложностей, это моя жизнь, это вот будни веб-код-блогера США. Я создаю IT-продукт и даю подсматривать за моей жизнью. То есть вот это то, о чем канал. Это не инструкция, что вот вы пришли, и все видео будет вот конкретно об этом. Нет, я стараюсь вот помочь таким же людям, как я, вклиниться в разработку. У меня коммерческий опыт первый был, наверное, в 2018 году, когда я первые деньги заработал, и мне заплатили за full-stack разработку. То есть я еще помню, как это писать все руками. Да, но сейчас вот я наблюдаю научно-техническую революцию, и я работал в том числе как проект-менеджер и как автоматизатор-тестировщик, и я управлял небольшими командами разработчиков, дизайнеров, тимлида. И я сейчас наблюдаю, что с этими инструментами за час я делаю то, что команда из 4 людей делала за неделю. Даже когда мы им покупали курсор с встроенным ИИшкой, то вот достаточно все долго было, пока не появились вот такие вот технологии, как Command Line интерфейс, когда непосредственно искусственный интеллект имеет доступ к файловой системе. То есть вот это был просто прорыв, которому я не могу никак нарадоваться. Да, и вот вы, зрители, можете просто посмотреть видео моего канала, допустим, с самого начала там глянуть, как настроить окружение и как создавать ваш продукт, то это может вам помочь самостоятельно создавать продукты. Какие у нас есть плейлисты? Я создавал сайт, то есть вы можете, все, то есть многие там говорят, за 20 минут создал сайт и все работает. Я не знаю, я, по-моему, домен, наверное, 20 минут выбирал, какое имя выбрать, потом к какому хостингу это все подключить, потом маршрутизация, потом настраивание имейла, чтобы все срабатывало, потом, чтобы автоматически заливаете код на GitHub, и чтобы он подтягивался на сайт. Но я не знаю.
Ну, то есть у меня это выходит где-то как минимум 30 часов. Но учитывая то, что за 30 часов вы действительно создадите ваш веб-сайт, и все шаги показаны с ошибками, с преодолением, с тем, как я ищу, нахожу и решаю проблемы, это помогает вам получить вашу IT-насмотренность, чтобы у вас все получилось. Вот, допустим, создание сайта с нуля, 27 видео. А потом, ну, то есть создается вначале какой-то сайт, потом он улучшается, потом подключение туда платежной системы, потом мультисайт засеошенный, установка, настройка окружения, да. То есть здесь по плейлистам можете побродить и посмотреть. Что я могу сказать, что сейчас вот мы продолжаем мобильную разработку, и если вы вклинитесь сразу там в какие-то 30 какая-то серия, вам будет непонятно, почему там Диего ненавидит Рауля, да, поэтому если вы впервые вот увидели это видео, понравилось вам название, вам лучше все-таки перейти по ссылке и посмотреть всю мобильную разработку сначала. Вот, тогда у вас все будет полный контекст, что происходит и почему то, что происходит сейчас, это интересно и классно. Также я провожу хакатон. Ну вот да, я работаю только в том окружении, которое я показал, как настраивать. То есть вот все, что я работаю, все, что непонятно, вы просто заходите вот сюда, вот настройка окружения, и все показано по полочкам, как все настроить. Так что полная прозрачность. Так, насчет хакатона, если хотите получить опыт быстрой разработки, если вы желаете получить, может быть, грамоты участника или победителя, то вот так вот это приблизительно все выглядит. Вот такая страница участников формируется, судьи и вот такие вот дипломы. Диплом победителя здесь, в этой номинации, вот этот человек выиграл первое место, а в этой номинации выиграл третье место. PDF можно скачать, и там вот есть еще, получается, ссылка на проверку. То есть, когда человек скачивает этот диплом, это тот же? Давайте проверим. Да, тот же. Хорошо. Вот, то он перебрасывается на сайт, где можно проверить этот диплом, что это не сам человек нарисовал. Ну и QR-код тоже сюда же ведет. Вот, так что если вам, может быть, нужен или полезен будет диплом хакера, может быть, вы выходите в инвестиции какие-то, может быть, вы личный бренд качаете или там бренд вашей компании, то вам есть смысл поучаствовать, победить. Вы просто на регистрацию заходите сюда и добавляйтесь, пожалуйста, в Discord. Там будет актуальная информация, на какой площадке будем проводить и где, как это будет. 2 судьи из США. Так что я планирую еще одного судью добавить из Magic 7, из фангов, ну, то есть там Google, Meta, Facebook, из этой фаланги, так что я считаю, что судейство прикольное. Вот, так что добавляйтесь. Окей, вот такое вот интро, где вы, что вы, чего ожидать и чего не ожидать, чтобы, если вы впервые, вы знали, что по названию судить о содержании не надо, и что нужно смотреть именно сериал с первой серии и вот уже до конца. Окей, мы продолжаем мобильную разработку. Добро пожаловать. Я очень надеюсь, что мы сможем опубликовать наше мобильное приложение. Давайте продолжим на моменте, где мы закончили. Переходим в Ubuntu, в Linux. Заходим в нашу папку, запускаем клауды. И здесь для начала познакомлю его с SDLC.
ls — это команда для того, чтобы перечислить все, что в директории, а .md — это я его прошу показать, какие здесь есть md-файлы. Ну и попрошу его прочесть вот этот вот md-файл, там инструкции, что я хочу от нового разработчика, где у нас лежит АБ, который уже написан. А вроде бы в предыдущем видео мы уже сформировали АБшку, и я думаю, она должна лежать где-то в... Давайте визуализация мышки, да, сделаем. И визуализация клавиатуры. Да, все работает. И я думаю, что он должен был сохранить это все. Windows Ubuntu. Где-то тут есть. Я не вижу. А АБшки нигде не вижу. Коротко, подписанного ААБ сейчас нет нигде в этой VSL копии. Это сборочный артефакт. В Git он не лежит. ААБ в gitignore 82. Куда он кладется по дизайну? Из скрипт build AAB PS1. Источник Gradle, Android App Build, Outputs, Bundle, Release, APK, Release AAB. Копия для выгрузки. Вот сюда скрипт кладет финальный подписанный. Сделай, подпиши, положи в... Ну, давайте здесь вот так вот дополним, что он сам работает в Linux, поэтому мне туда стучаться через командную строку не сильно интересно, не сильно вкусно, поэтому я создал просто папку в винде, куда он тоже может достучаться и создать свои файлы. Здесь это общая папка, ну и здесь я создал под папку AAB. Так, это задача сборки неправки кода, но запускать ее нужно правильно через Windows Clone, не из VSL копий. UNC стена. Сначала разберусь в механике, прочитаю билд скрипты, package.json и доку, найду Windows Clone и Keystore. Механика ясна, теперь найду Windows Clone репо. Там надо собирать UNC. Стена не дает из VSL. Build branch PS1 и проверить доступ к MNT-C. Windows Clone есть. Ну да, это вот наша хост-копия. Он смотрит, чем создавать и как подписывать. Так, чтобы повторить точный путь сборки, полная картина собрана, существующий билд, чекаутит старую ветку, но она уже в main PR, соберу из origin main, проверяю версию приложения, для мини-файла в version code для play и напишу драйвер. Важная находка. В меня сервер 2, тест, ПК уже лежит у меня релиз AAB. Ну да, вроде бы мы создавали. Это уже L4 сборка из Future AAB Local Signing, которая текущий Origin Main. PR221, да, это вроде бы последний. Но раз ты сказал сделай, соберу свежий. Нет. Если уже есть и рабочий, новый создавать не нужно. Спасибо, что нашел, где он. Этот путь полностью подходит.
Это находится уже в винде, в Windows. А где это у нас? А где у нас это находится? Я не помню. Давайте посмотрим. Tests. Ага, в Tests. APK. Это не закомиченный. Ну да, окей. Подходит. Давайте мы копируем Ctrl-Shift-C, чтобы это был адрес. И запулим ему залей в консоль. Если честно, очень мало людей, которые разрабатывают и выкатывают свои продукты. То есть я там общался с человеком, который выполнял ряд действий по хакатону. Кстати, в ближайший хакатон будет с 10 по 12 июля. И он сказал, ну, вот легко создавать сейчас с искусственным интеллектом. Я говорю, ну окей, ты создал какой-нибудь продукт, ты выкатил его в продакшн или нет? Он говорит, нет. Я говорю, ну, ты пробовал создавать какие-то большие проекты и выкатывать их в продакшн? Он говорит, ну, пока что еще не было такого опыта. То есть вот то, что говорят, что легко писать код, да, что-то маленькое, какой-нибудь скриптик достаточно просто написать за один прогон, но создать полноценное приложение, которое потом будет одобрено в Google или в Apple, и чтобы люди могли скачать, ну, на самом деле было достаточно сложно. То есть, когда уже длительная разработка, когда искусственный интеллект начинает стирать то, что сделал предыдущий, то это уже совсем непросто. Так, он подтвердил, я через Cloud Desktop действую для того, чтобы понимать, что он тут делает. Давайте вот так вот сделаем. Он подтвердил, что АБ создан и что он подписан. Какой блокер? Это просто старая. Перед заливкой это первая загрузка АБ, и она навсегда замораживает package name и включает play up signing. Ты решил сменить на com I was kidnapped app. I was kidnapped. Давайте сверим, что это правильно написано. Если добавить сюда com, да, мы заходим на наш сайт, значит, правильно само имя, значит, да, можно его одобрять. Поэтому я обязан сначала проверить, какой пакетч внутри этого AAB, иначе можно случайно залочить старый com меня app. Проверяю файл и его пакетч версию подпись. AAB существует, 54,6 мегабайт, подписан upload ключом. То, что нужно для play up signing. Так, package внутри com I was kidnapped app, разраб уже переименовал, и AAB подписан upload ключом, то есть файл правильный, заливка привяжет нужный новый package. То есть вот это вот имя, оно будет доступно в адресной строке в Гугле. Проверяю, умеет ли браузерный инструмент загрузить локальный файл в файл input, или загрузка самого файла придется сделать тебе вручную нативный диалог выбора. Но, в принципе, не проблема. Важное ограничение, я физически не могу залить файл сам. Браузерный загрузчик принимает только
Ну, на самом деле я понимаю, как это обходить и что ему написать, но быстрее и дешевле будет сделать вручную. А наш АБ столько-то, значит, я сделаю все вокруг. Да, открою. Открой. Так, давайте правой кнопкой и Move to New Window, чтобы вот это у нас все здесь было. Create Release. Доведу до экрана загрузки, ты бросишь файл. Я продолжу Play, App Sign-in, Release Note, Rollout, добавлю тебя тестером. Открываю трек, Internal Testing. Да, то есть это мы уже что пытаемся сделать? Залить в Play Market для того, чтобы я мог с любого устройства закачать, используя свою учетную запись и тестировать на реальном устройстве. На странице Internal Testing черный рендер черный, найду кнопку Create New Release. Бывают гугловские сервисы и кто еще? Ну да, гугловские сервисы не рендерят, пока нету активного юзера, который смотрит именно на эту вкладку. То есть оно все черное, но в дом там все есть. На странице Prepare Release черный рендер у меня, но у тебя отображается. Найду зону загрузки, проверю, нет ли шага Play Up. Sign-in, дошел до экрана загрузки, подтверждаю окончательно, залить файл за тебя я не могу, браузерный загрузчик жестко ограничен, поэтому сам. Так, в блоке App Bundle нажми Upload. App Bundle. Давайте почитаем, что тут вообще. Create Release. Preview and confirm, discard. App integrity, automatic protection is on. Release signed by Google Play. Давайте переведем. Инструменты проверки целостности приложений помогают гарантировать, что пользователи будут взаимодействовать с вашим приложением и играми так, как вы задумали. Хорошо. Управление защитой целостности, изменение ключа, изменить ключ подписи, название релиза. Наверное, старт. Старт тест и дата текущая. Скопировано из предыдущего релиза. Enter a or paste your release note for English US here. Тут можно разные языки. Вот это открывающий тег, это закрывающий тег. То есть здесь можно для большого количества языков, и здесь нету ограничения по... Ой, как они молодцы. Вот это вот молодцы. За уголочек можно потянуть вниз. Вот это уже, я понимаю, Google. До этого какие-то моменты я был неодобряющим. Так, загрузить. Давайте посмотрим, где у нас вообще это находится. Мы просто копируем ссылку, нажимаем загрузить, вставляем сюда, Enter. Да, получается не скриншот, а APK. Вот он, AAB. Вы можете покинуть эту страницу, пока оптимизируется загрузка вашего файла, меняя релиз AAB для распространения. То есть он какое-то время еще будет что-то там проверять. Хорошо, давайте пока вернемся к нашему. Так, сюда нажми Upload, в диалоге выбери файл, пойдет загрузка и обработка. Если появится окно про Play App Sign-in, согласись, вариант Use Google Generated Key, Continue, это нормальный первый шаг. Google берет ключ распространения на хранение, твой upload ключ остается у разраба. При этой первой загрузке package.com I was kidnapped app привяжется к приложению.
Я проверил внутри ААБ, именно он, подпись upload ключом на месте. Что сделаю я после загрузки? Пишу release name, release node, initial, internal build. Ну, он красивее написал. У меня старт тест и дата. Сохраню и раскатаю на internal testing. Добавлю тебя в testers, дам опт ссылку, чтобы ты поставил приложение через Play Market. Как загрузится, увидишь карточку бандла с версией, напиши. Готово, я продолжу, или если выскочит что-то неожиданное, кинь скриншот, разберемся. Так, давайте уйдем в английский язык обратно. Значит, тут есть какая-то надпись. Меня релиз АБ. Почему это мы что так назвали? Блин, ну как так можно? Меня релиз АПК. Нужно ли поменять имя на I was kidnapped? Нет, имя файла менять не нужно. Google полностью игнорирует имя AB файла. Он читает package, версию, подписи содержимого бандла, а не из имени внутри уже правильный. Я проверил. I was kidnapped app. Файл может называться хоть меня релиз, хоть как угодно. На привязку пакета к публикации это не влияет. Заливай как есть, меня релиз АБ. Как загрузится наш... но получается, я могу и сменить на любое имя. Тоже верно. Да? Да, верно. Можешь переименовать файл во что угодно. I was kidnapped, релиз версия 1, любое. На загрузку публикации это не влияет. Главное, расширение оставь AB. А не повтори сам файл, просто ренейм в проводнике. Это безопасно, содержимое не меняется. Google смотрит только внутрь бандла. Давайте, да, я хочу переименовать. Пусть это будет у нас I was kidnapped. Версия старт. И мы вот так вот и сделаем. То есть вот это я уберу и загружу вот так вот. Не знаю, почему-то так хочу. Пусть будет именно так. Сделай, чтобы АБ создавался с именем I was kidnapped. Версия. И точка АБ, где вот это год, месяц, дата, время. Создания. Нашему разрабу дадим задачу. Так. Другое имя АБ.
Так, вот это поставим более точно. I was kidnapped, версия старт AB. Да, мне это нравится. И, ну, давайте плюсик ему просто отправим, чтобы он подхватил и продолжил публикацию. Понял, проверю, не загрузился ли бандл на странице. Ну, уже загрузился, да, поэтому мы зовем. Восклицательный какой-то знак, но я не вижу, чтобы он что-то значил. То есть тут никакого уведомления о том, что что-то не так, я не вижу. Я бы нажал просто Next, но я хочу, чтобы Ишка посмотрела, может еще что-то тут надо тыкнуть. Стоп, важно, я был неправ раньше, консоль отклонит АБ на экране красным. Your app or Android bundle needs to have the package name from меня app. Так, вот у нас и баги посыпались. Я не хочу, чтобы название в URL было меня. Это запись приложения такого-то, жестко привязана к ком меня. Ну, пересоздавай новое приложение, где будет допустимо новое нужное мне имя. Моя рекомендация для скорости, чтобы не терять проделанный вариант А, пересобрать как ком меня app, package косметика на бренд iwaskidnapped.com, имя, иконка, листинг, он не влияет, но если тебе принципиален com iwaskidnapped app в URL, тогда B с полной переделкой, как решишь. Ну, видите, то есть он опять рекомендует какую-то дичь, какую-то фигню. Ну, то есть мы навсегда зашиваем вот это название. И если мы ориентируемся на американский рынок, англоязычный, то как может быть русская транслитерация названия приложения в GET-запросе? Ну, конечно, нет. То есть пусть он все переделывает под com iwaskidnapped app. Понятно, создаю новую запись, приложение под... В общем, пусть он занимается тут. Вот. Это имя свободно, то есть могли еще и занять это имя, и он мне, ну, как бы не предлагал за него побороться. Печалька, конечно. Ну хорошо, пусть он занимается, а мы сделаем пока паузу, то есть он все равно настраивает. Или вам интересно глянуть, что он так, как тут будет проставлять настройки, если, допустим, вы не пользуетесь браузерным искусственным интеллектом и настраиваете это все вручную, то, может быть, вам интересно, чтобы я показал это, что он заполняет. Ладно, тогда, наверное, впервые за все это время я оставлю активной запись . Он сможет сам без меня? Вот сейчас он написал, что он жду завершения. Ага, сам и проснулся, хорошо. Я просто отлучиться хочу ненадолго, я его зарядил, чтобы он работал. Давайте, я думаю, вам может быть это полезно, что он будет здесь делать, поэтому я звук выключу.
чтобы не было помех, но оставлю видеозапись, что он делает и как делает. Так, что он тут... Ага, ну достаточно быстро он все сделал. Я почему-то думал, что он будет долго настраивать, он как-то очень быстренько все понастраивал. Все-таки там красная вот эта вот блямба была, красная горошина была, потому что надо вот так вот называть. Нет, это внутри названия Coma was kidnapped app, да. А внешнее название файла самого не имеет значения вроде бы. Да, вроде бы так. Ну и что, вот это стоило там, я не знаю, 5 минут автономной работы, чтобы было некрасивое имя в Google Play Market? Ну, конечно, нет. Конечно, надо было это все сделать, и он рекомендовал, чтобы не тратить время. Просто ленится, то есть он рекомендует не то, что вам выгодно, а то, что ему проще сделать. Если его прямо не подвести под другой вариант, что вам нужен другой вариант. Что-то тут такое непонятное. Это деньги какие-то надо заплатить или что? Значок как евро. Версия 1, API Level 24+, Target SDK 36, Screen Layouts 4, ABIs 4, Requirement Feature 6 и что-то там еще показывает. Давайте все глянем. Details. То есть он Screen Layout, Small, Normal, Large, X Large. Он посмотрел, что у нас это все есть. Native Platform ARM64 V8A, ARM EABI V7A, x86, x86, нижнее подчеркивание 64. То есть он считал все данные из самого файла. АПК-шка 100 мегабайт. Архивированный АПК 1 мегабайт.
Интересно. А я сюда еще ни разу не доходил, так что это для меня впервые. Поэтому я хочу разобраться и понять, что тут как устроено. Release name. Я бы сказал, что start test. Давайте спросим, они вообще видны где-то или нет. Где, когда и кому видны? Если сейчас закрытый тест, кто увидит в будущем? Ну, мне важно, то есть через год станем популярными. А будет ли кто-то видеть старые релизы? Кому только владелец, команда, консоль, не internal тестеры, не закрытый текст, не будущий продакшн аудитории, его не видят ни сейчас, ни в будущем. Ну, отлично, то есть мы можем не путать с тем, что видят пользователи релиз ноут, что нового. Вот это показывается в story обновлениях. Version name, например, виден в деталях приложения. А release name чисто внутренний. Окей. Ага, здесь есть мелкий текст, который это все поясняет. Наверное, давайте в первоисточнике почитаем. Это необходимо для идентификации данного релиза, и это название не отображается пользователям в Google Play. Отлично, мы предложили название, основанное на первом пакете приложений или APK-файле этого релиза, но вы можете его изменить. Да, я его изменил. Примечания к выпуску предоставлены для 0 языков. Сообщение пользователям, что входит в ваш релиз. Добавьте примечания к релизу для каждого языка в соответствии с соответствующие языковые теги. Примечание к выпуску. Видят ли пользователи историю прошлых примечаний? Ну, от этого зависит аккуратность, как надо это выписывать. Остановись, Клод. У нас уже файл принят, то есть красного уведомления нету. На Google Play пользователям показывается только примечание последнего выпуска в блоке «Что нового?», «What's new?». На странице приложения история всех прошлых примечаний Google Play пользователю не показывает. Каждый новый релиз заменяет текст в «Что нового?», нюансы, показывает latest release, notice по языку пользователя, полного архива все примечания за все версии в самом сторе нет. Его не видно ни на странице приложения, ни в обновлениях. Отлично. Сторонние сайты, трекеры типа AppBrain иногда архивируют чужие change logs, но это не Google и не часть твоего листинга. Нормально. То есть для internal теста release notes вообще не критично. Ну,
Я думаю, просто надо нажать следующий. Next. Перевести все на английский язык, чтобы верстка вернулась в нормальное русло. И давайте почитаем, что здесь. Ну он предупреждает, что нету тестеров. Сейчас мы как раз это и исправим. И добавим тестеров. Я опять запустил Cloud Desktop с управлением браузера благодаря установленному вот этому Open Cloud приложению в браузере. Как настраивать это все есть на сайте. Получается, связка десктопного приложения и вот этого внутри позволяют десктопному управлять браузером. Ой, я взял, прокрутил. Отлично, АБ загрузился успешно, мы уже на шаге Preview and Confirm. Ошибки package нет, значит I was kidnapped app совпал с новой записью, то есть предупреждение оба не блокирующие, релиз не будет доступен никому, не добавлены тестеры, исправим, добавим тебя тестер, нет deobfuscation файла R8 ProGuard Mapping просто советует, без него стек трейсы краши в консоль будет обфусцированы. Для теста не критично. Разраб дольет мэппинг позже. Так, давайте запишем. У нас есть технический долг. У нас появляется технический долг. И идем к разрабу. А он еще занят, да? Ну да, очень долго здесь все заливать, поэтому давайте создадим нового, который CD меня, Cloud LSMD. Пока этот еще здесь борется с публикацией, то уже новый начнет кодить что-нибудь. Давай обсудим архитектуру. Будь краток. Он прочитал все необходимости. И здесь, я так понимаю, что это сбор крашей. Сбор крашей. В Play. Марк. Кратко по архитектуре этого вопроса. Суть mapping TXT нужен только если включен R8 Minify в React Native Android. Минификация по умолчанию выключена. Значит, сейчас обфускации Java Kotlin. Давайте глянем, что это такое. Я не знаю, что это. $20 слов. Что это? Обфускации. Обфускация — это намеренное запутывание кода или данных, чтобы их было сложнее понять, проанализировать или взломать, сохраняя при этом
работоспособность. Окей. Значит, сейчас обфускация Java Kotlin нет. Обфусцировать нечего. Предупреждение консоль косметическое, не баг. Совет дольет позже технически корректен, но доливать будет нечего, пока R8 не включен. Важный нюанс слоев. Mapping TXT только нативный слой. Java Kotlin R8. JS Hermes Crash. У нас вся логика паники в JS. Деобфусцируются source мэпами. Гермес не мэппингом. Это отдельная история. Две развилки. Оставь R8 off. Рекомендую сейчас. Предупреждение игнорируем. Плюс меньше рисков. R8 ломает RN рефлексию. Нативные модули без аккуратных ProGuard rules. А при 30 релизов 10 дней лишний риск. Safety up не нужен. Минус AB чуть толще. Включить R8, тогда Gradle сам кладет мэппинг внутрь AB, и Play извлекает его автоматически. Отдельный pipeline, заливки мэппинг не нужен. Все едет с тем же build AB, цена, ProGuard rules, тестовый прогон, что точно ничего не отвалилось. Моя рекомендация для теста. Давайте ему скажем, что все мы создаем, чтобы все работало всерьез и надолго. И сейчас я планирую, что вот это гибридное мобильное приложение, оно одновременно будет работать для начала, ну, скажем, там, для первых как минимум 1000 бесплатных пользователей на React Native, и будет и для Android, и для iOS. Исходя из этой перспективы, что ты посоветуешь, как поступать, что и как делать? Мы не ограничены в сроках, мы не ограничены в технологиях, мы не ограничены в трудовой силе. Ну, просто чтобы он знал наши ресурсы. Потому что они стараются там быстрее, проще, дешевле, а нам надо лучше, а не дешевле, проще и все остальное. Окей, возвращаемся сюда. Internal testing — это не публичный релиз и не ревью, только для приглашенных тестеров обратимо. Жму Save and Publish. Диалог подтверждения. Диалог подтверждения, подтверждаю Save and Publish. Релиз опубликован на Internal Testing. Available to internal testers 1 version code. Release on June 21. Not reviewed. Временное имя для тестеров. I was kidnapped app. Unreviewed. Нормально. Заменится после заполнения листинга ревью. Осталось добавить тебя в тестеры, чтобы ты смог установить через Play. Открою вкладку Testers. На вкладке Testers, чтобы добавить тебя, нужно создать список email и включить его. Один вопрос, он блокирующий. Какой Google аккаунт Gmail залогинен в Google Play на твоем тест-телефоне M21? Именно его я внесу в список internal тестеров. Именно этим аккаунтом телефон должен быть в Play Store, иначе приложение не появится. Получается, здесь от меня просят дать Gmail, через который я буду тестировать. Давайте дам Gmail, через который буду тестировать. И гипотеза о том, что это будет M21, она ошибочная. Я буду тестировать не на одном устройстве. Create email list. Создание списка имейлов.
внутренние тестеры. Я не вижу, чтобы он что-то там тыкнул. Там вот copy-link. Я на всякий случай скопирую, пока мы это все видим, и сохраню сюда. О, как прикольно, я сразу переключился на открытые две вкладки, а не на какую-то из них. Это молодцы Windows. Так, жму Create Email List, чтобы добавить твой email. Заполняю список имя Internal Tester, мой email. Email добавлен в список, жму Save Changes. Подтверждаю создание списка Create. Список Internal Testers, один email создан и отмечен для трека. Жму Save, чтобы применить. Так, я добавлен тестером. Видно opt-in, ссылка обрезана. Достану полный URL для тебя. Готово. Вся консоль. Часть закрыта. Создано новое приложение. Имя iwaskidnapped.com. АБ загружен и опубликован на Internal Testing. Play App. Sign-in включен. Я добавлен в тестеры. И моя ссылка. Ну давайте ее сразу проверим. Вообще она рабочая или нет. Я так понимаю, что я должен залогиниться в правильный аккаунт. Я пытаюсь выбрать нужный, но мне он зашел не туда. Я предполагаю, что если залогиниться в правильный email, но он сразу выбирает главный email, а не тот, через который я хочу зайти. Давайте я что должен сделать? Для начала Play Google.com. Давайте я открою это на дополнительные вкладки. И давайте я попробую на дополнительном экране сменить пользователя. Он здесь не меняется. Manage your Google account. Switch account. Да, вижу switch account. Есть switch account, получается. Я перебрался на правильный аккаунт. Давайте скопируем вот эту вот концовку с названием приложения и попытаемся его применить здесь. Автоматически меня перекидывает на другой аккаунт. Только что я был здесь. Apps. Store Apps. И как-то я не вижу, как это сделать. Давайте, может быть, это будет понятнее на мобильном устройстве. То есть я залогинюсь на мобильном устройстве, и я вам покажу это все. Так, давайте пробуем добиться до результата. Вот мы уже в правильном имейле, который добавлен, и пробуем найти через поиск. I was
мало. Я не вижу. Хорошо. Тогда что мы делаем? Можем ли мы вставить сюда номер приложения? Или как вообще сюда зайти? Или всю ссылку нам надо загрузить на телефон? Окей, сейчас переброшу туда ссылку и попробую по ней тыкнуть. Так, что получилось? Я перегнал ссылку на телефон, тыкнул по ней, выбрал правильный аккаунт, который добавлен для тестировщиков, и открылось специальное вот такое вот меню Google Play, и вы приглашены для тестирования такого-то приложения. Ревью вы еще не написали. Давайте почитаем, что тут полностью написано. Тут прям какие-то условия. Если вы примете, то что-то там. Давайте почитаем точно. Если вы согласитесь, приложение на вашем устройстве может обновлять внутренние тестовые версии по мере их появления. Эти версии могут быть нестабильными и содержать невыпущенные функции. Возможно, они не были проверены Google и не соответствуют условиям использования Google Play. Принимая это приглашение, вы соглашаетесь с тем, что Google может передать ваш адрес электронной почты и информацию об использовании вами приложения com.iwaskidnapped.app не проверено разработчику. Принять соглашение. Ну да, это мы сами тестируем наш же. Ну, еще какое-то уведомление, да, давайте почитаем, почему нет. Давайте почитаем, что здесь пишут. Так, это надо сбросить, да, и тогда он уже принимает. Вы тестировщик приложения com.iwaskidnapped.app не проверены. Если приложение уже установлено на вашем устройстве, вы будете получать обновления по мере их появления. Если вы загружаете приложение впервые, возможно, вам потребуется подождать несколько минут, пока оно станет доступно. Определенные данные, связанные с использованием этого приложения, будут собираться и передаваться разработчику для улучшения приложения. Чтобы перестать быть тестировщиком, выйдите из программы и скачайте общедоступную версию приложения, если таковая имеется. Чтобы получить общедоступную версию этого приложения, удалите тестовую версию с вашего устройства, установите общедоступную версию. Да, все подходит. Загрузить тестовое приложение. Item not found. Try again. Так, здесь не получается. Давайте я тогда выключу видео и постараюсь то же самое сделать с второго устройства. Так, видео я выключаю, но голос у меня остается. Я сейчас буду озвучивать, что я делаю. Я разблокирую телефон второй. Захожу в... Разблокировал, захожу в Play Market. Захожу в ссылку, которая была вот эта правильная. Тыкаю по Play Market. App not available. Из-за того, что выбран не тот аккаунт. Я выбираю правильный аккаунт, который тестовый выбран там. Пытаюсь вернуться назад.
Так, мне сложно это сделать. Здесь у меня как-то не получается войти в само приложение, чтобы выбрать нужный аккаунт для входа. Но тут личные данные, поэтому я показывать это не могу. Так, давайте я все-таки на паузу поставлю. Так, ну ситуация такая непростая, то есть у меня несколько аккаунтов, и между ними надо как-то переключаться, и я не через основной аккаунт захожу, и хочу заходить не через основной. Если будет все так плохо, то придется, конечно, просто не искать обходные пути, а добавить другой аккаунт в тестировщике, и тогда все будет проще. Но попробуем пока что сделать то, что нам нужно. Копируем, вставляем, отправляем. Интернет есть через Wi-Fi. Давайте ему надиктуем контекст. У мобильного телефона номер 1 М21 есть интернет через Wi-Fi, но и мы успешно прошли по ссылке. После того, как перешли по ссылке, приняли условия тестировщика, что согласны со всеми сложностями, которые там могут возникать, и согласились идти дальше. И вот уже внутри приложения вот такое вот уведомление. Поищи, как его бороть. Это первое, что нужно побороть. А второе, на более современном телефоне я пытался установить, но открывается ссылка с главным аккаунтом, который идет самый первый, а я тестировщиком установил не главный аккаунт, а который там идет в списке. И невозможно, нет выбора на мобильном телефоне, чтобы выбрать, какой аккаунт это будет делать. Как обойти эту систему? То есть мне открывается на старом телефоне, у меня открылся Google Play, и в рамках Google Play я смог выбрать аккаунт, через который я хочу действовать. На более новом телефоне у меня открылось браузерное окно, и там переключение аккаунта уходит из приглашения ссылки, из ссылки приглашения. Как это обходят люди? А мне не нужны какие-то длинные полотна твоих предположений. Найди на форумах конкретные ответы, что делать, и ответь мне точно, чтобы ты меня вот так вот не крутил догадками своими. Тыкни сюда, пришли это, отдай то. Ты проделай свою работу, минут 10 ищи в интернете, потом результаты того, что ты найдешь на форумах, на любых каких-то информационных каналах, то ты мне дай коротко в 50 слов, что мне делать. Я сразу его останавливаю. Раз приглашение принято, а play все равно item not found, это уже одно из двух: несовпадение аккаунта или раскатка первого релиза нового поколения по шагам от самого частого. Сверь аккаунт. Ну, аккаунт, да, правильный. Аккаунт здесь. Да, правильный. Аккаунт здесь правильный был. Приглашение ты принял в браузере, но в приложении нет, все нормально там. Почисти кэш, Play Store и перезапусти. Настройки телефона, приложение Play Market, хранилище, очистить кэш.
Кэш нет данных. Не данные назад, принудительно закрыть, открыть заново, потом снова перейти в opt-in, ссылки, download. Да, и время — это первый релиз нового приложения. У только что созданного приложения самый первый internal релиз раскатывается дольше обычного от 1 до 2 часов. Ну так просто его там нету. То есть не надо мне ничего делать. Это нормально, и форсировать нельзя, опубликовано там... точно час еще не прошел, так что просто нет смысла. Так что можно просто проверить там через какие-то 2, 3, 4, 5, 6 часов завтра. Так, это классическая боль мультиаккаунта. Нет, ищу на форумах конкретику. Вывод с форумов. Ссылка жестко привязана к аккаунту. Переключить ее в браузере нельзя. Play Store должен быть залогинен тем же аккаунтом. Конкретно делает так. Дай мне email главного аккаунта. Я уже в Play Store изменил, но это все не работает. Значит, подведем итоги, что у нас получилось сегодня. Сегодня мы смогли успешно, я вас поздравляю, выкатить наше приложение в Play, Google Play Market. И уже будем тестировать, не просто накатывая через провод, а это уже полноценно мы загрузили на Google. Google принял наш код. Мы молодцы. Мы не зря это все делали, сколько там, больше 35 видео мы создавали мобильное приложение, но вот как бы уже идет релиз продакшн. И сейчас уже Google будет отдавать мне на мобильный телефон мое приложение, я его буду скачивать оттуда, и пока оно раскатывается внутри Гугла от 1 до 2 часов, так что я его загрузить не могу. На одном телефоне у меня получилось это все хорошо сделать, можно сказать, с первого раза. На втором телефоне не получилось. И есть блок, что при мультиаккаунтности Гугла он хорошо подхватывает главный аккаунт и очень не дружит с дополнительными аккаунтами. В общем, такие у нас новости и результаты за сегодня. Я думаю, было полезно. Для меня, во всяком случае, были новые моменты, которые я до этого не знал и делаю вместе с вами впервые. Надеюсь, было полезно в том числе и вам. Смотрите веб-код блогера и мои будни. Повышайте вашу IT-насмотренность. Спасибо за лайки, спасибо за подписки, спасибо за поддерживающие комментарии. Создавайте ваши продукты, IT-продукты, единороги в долларах, и финансового вам благополучия.